И я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 марта. Весна на пороге, мои дорогие Козероги. Вот давайте с вами узнаем, так что же скоро случится? Что скоро произойдет, буквально с первых дней марта? Что нас ждет и что по судьбе? И ведь совсем это скоро, буквально через несколько дней. Так вот, чего ждать или что нас ожидает в этом будущем? Что будет дальше? К чему самое главное приготовиться? Давайте узнаем подсказки карт и, конечно, рассмотрим их с позиции как и здравого смысла. Будем реалистами, всегда к этому призываю. Но и одновременно с позиции позитивной психологии. Жизнь, увы, не бывает полностью предсказуема. И первая колода – 78 дверей, метафорические карты. Достанем 3 знака судьбы, не задаем вопросы, а именно позволим картам нам намекнуть, что там будет происходить, что же там случится, что там произойдет. Первый знак судьбы, с чем это связано, может быть и с кем. Возможно, это словно нас перепрофилирует на какую-то другую тему, пространство, время, события или обстоятельства. Но конкретизируем поподробнее или чтобы узнать, как самый главный вопрос, ключевой вопрос, что же случится, что, возможно, Козероги будет занимать ваше мнение, ум, вот о чем вы будете думать или какие задачи будете решать, вот главное ключевое событие. Вторая карта – что вас удивит? Возможно, несколько неожиданно для вас. Раз удивит, значит, уже есть элемент неожиданности, правда? И в конечном-то итоге, если вся наша жизнь – причина и следствие, зачем все это было нужно? К чему все идет? К чему приготовиться? И еще более конкретно по основным сферам жизни зададим все-таки вопросы. Так вот, что ждет в личной жизни, в любви, в взаимоотношениях в целом? И что ждет в работе? Ну и, конечно, финансы тоже. Достанем карту, что же вас ждет. Итак, первый знак судьбы, как совет от карт, подсказка. Вот здрасте, да? 13-й старший аркан, но в этом нет ничего плохого ведь. Вот открытые двери или закрыты? Дверь открыта, это мы сами подзастряли в своих воспоминаниях. Но у нас и время сейчас такое, когда мы какие-то свои гештальты закрываем или подводим итоги, строим планы на будущее. Увы, мы приходим к выводу, что ну не всем нашим каким-то блестящим, чудесным идеям суждено осуществиться в жизни. Может быть, мы что-то не вот в этот срок осуществим, что-то затягивается, но явно есть, тем не менее, то, что нам уже не помогает, не служит прогрессу. Или даже банально. Мы можем достичь свою мечту, но для этого тоже нужна трансформация какая-то. То есть это буквально изменить методы, изменить самих себя. Карта ведь не говорит, что все закончилось и уже все хорошее позади. Нет, конечно, мои дорогие. Тут вот именно на новые реалии, как на новые рельсы. Вот представьте себе, вы едете на поезде, вы проезжаете границу, а там другая колея. Шире, уже, то есть она другая сама по себе. И вот этот состав переставляют как бы на другую платформу колес. Вот что-то подобное по 13-му аркану мы тоже можем испытывать. Ну давайте поконкретнее. Это вообще про что? С чем связано? У кого-то отношения. Мы думали, что вот будет так, а вышло как-то иначе. Причем очень добрая карта. Эта карта, с одной стороны, ностальгии, приятных воспоминаний, что-то греет душу. Но, может быть, это вопросы, связанные буквально с вашими родственниками, с близкими. Тут родители проходят, мамы, папы, бабушки, дедушки. Тут вот все это может быть, но у кого-то, мои дорогие. Есть воспоминания, может быть, далекие, как вот нахлынуло, да, воспоминания на нас о тех событиях, которые были очень давно, и да, греет душу, нам это приятно. Но тем не менее, вот нужно какое-то рациональное зерно, вот так однозначно говорят карты. А может быть, это и сегодняшнее отношение, но тоже опять рационализм. Тут нужно что-то переиграть, перестроить. Факт, вот смотрите, именно какая-то ситуация выбора. У кого-то я допускаю, почему нет? Потому что это старший аркан. Это может быть ситуация по работе, но все же, больше аркан влюблённые говорит о том, что именно выбор, может быть, выбор партнера или насколько, может быть, и партнёр один, да, выбирать нечего, у кого-то попросту семья сейчас.
Но вы понимаете, что наши отношения в некоторых позициях зашли в тупик. Ну и правда, время сейчас у нас такое, что хоть мы и находимся даже в семье, в паре, наши собственные личные планы сейчас меняются, претерпевают какую-то тоже трансформацию. И все же семья, пара– это два разных человека, которым, может быть, предстоит еще научиться как-то по-новому смотреть на эту жизнь, на эту реальность или на те события, которые, да вообще все переворачивают с ног на голову. Мы с вами живем в эпоху перемен. Вам тут действительно нужно что-то переиграть, перестроить, перетрансформировать. Причем все карты говорят о том, что отношения именно они будут продолжаться. Но вот методы, скорее всего, нужно поменять. Может быть, и сроков каких-то касается, я это тоже не исключаю. Но давайте вторую подсказку откроем. Совет от карт. Знак судьбы. Ух, император. Ну, у кого-то дома император такой, да? Генерал на параде. Идем строем. Вот так идем, а вот как-то по-другому не идем. Понятно, я шучу. Но правда, по императору я иногда говорю, есть два мнения, мое и неправильное. Но не все так, наверное, банально. Посмотрите, с 4 карт 2 старших, 3 старших аркана. Все же на вас влияет события извне. Или, мои дорогие козероги, придите или примите тот факт, что люди, вот как я уже говорила, пусть это касается семьи, ну, допустим, у кого-то работы, взаимоотношений или продолжение отношений, да, была пара, была дружба, вы строили планы, тут явно что-то, ну, так вот не вкладывается в понимание или в какой-то ваш тезис, или ваш план. Здесь коррекция совершенно однозначно необходима. И у людей может что-то меняться, у людей могут происходить какие-то события, у них как будто они озадачены могут быть реорганизацией собственной жизни. И пусть это не эти перемены, которые вы именно затеяли, инициировали, а это вот то, что у людей происходит, но это для вас близкие люди или близкие какие-то темы, вопросы, то, что вы хотите осуществить. И стало быть, нам придется вот именно опять же методы менять. Метод и организация в первую очередь идет по аркану император. Хотя у кого-то это может быть важная персона, у кого-то и начальство на работе, я такое не исключаю. У кого-то банально нужно заключить какое-то соглашение, получить бумагу, получить сертификат. Иногда по аркану император учреждение образования тоже проходит, поэтому для кого-то именно обучение может пройти. И это на далекий период жизни. Наверное, нет смысла много говорить, потому что все то, что я подробно объяснила по триплету первой ситуации, мои дорогие козероги, второй знак судьбы просто говорит или где-то утверждает, и более того, заставляет задуматься, потому что это и есть какая-то реальность. Реальность новых законов, реальность нового мировоззрения, реальность обстоятельств, которые либо для вас, либо для ваших близких людей. И тем не менее, тройка жезлов, любая тройка– карта будущего. То есть вот нам нужно изменить методы, потому что с прежние в будущем они уже не работают. А по сути дела, у вас уже будущее наступило. Вот как-то так. Давайте откроем третью подсказку, третий знак судьбы, совет. Наверное, примите к сведению, что с 1 по 10 будут такие моменты, когда вам придется даже свои планы менять. Причем быстро что-то перестраивать на ходу, с кем-то встречаться, договариваться. А виной тому могут быть какие-то новости, неожиданные события. Может быть, для кого-то из вас это ситуация по работе, когда вас попросят выйти на работу, и вы не будете от этого в восторге. Может быть, для кого-то из вас ситуация действительно будет напоминать некое дежавю. Вам может казаться, что вы уже как будто были в подобной, конструкции обстоятельств. Или вот вы знаете, вам может показаться, что, ну, как будто я даже не верю кому-то. Вот так. А вот посмотрите, вам ведь карта победителя. Вообще у вас 2 шестерки. В колоде Таро 6 это всегда, карта победы, мои дорогие. И я должна сказать, ведь у вас все двери открыты. Часть дверей вы открываете сами, часть пространства вам открывает, где-то их просто закрытых как бы нет, да. Но вы вот сейчас вот, видимо, либо в центре внимания, либо в центре событий, или какая-то пусть ситуация по работе, да. Такое все же тут у нас 2 жезловые карты, и которые будут говорить, что вот ты сейчас как козерог медленно, но верно набираешь темп, набираешь,
Ну, наверное, свою популярность. Все таки это карта победы и победителя. Тут у нас человек сам открывает двери, и буквально ему, посмотрите, ему рукоплещут. Поэтому вот у вас есть явно какой-то проект, за который даже вот не хочется туда смотреть, не хочется с этим не связываться, не вообще в этом участвовать. Да, вот такая метаморфоза. А вас там ждет победа. И время на подумать не так уж и много по восьмерке жезлов. То есть это буквально вы можете получить такое известие, и у вас спрашивают. Ответ нужен через 15 минут. Может быть и так. И значит, эти 15 минут вам нужно сесть и так рационально подумать, соглашаюсь или нет. Будьте к этому готовы. Вот какой-то поворот событий, может быть, внезапный, с 1 по 10 марта. Что же как главное ключевое событие? Ну, соответственно, всему тому, что я сказала, популярность, вы набираете силу, карта вашей силы, мои дорогие. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это вы имеете особое какое-то внимание со стороны мужского пола. Должна сказать, договариваться вам будет проще. Плюс ваше критическое мышление. Это карта критического мышления. Никаких эмоций. И умение быть дипломатом. Творит буквально чудеса. Может быть, вам что-то и не нравится. Вот мы только что говорили, да? Но, видимо, логика, рационализм здесь будут превалировать над вами. Но вы люди сильные, вы умеете себя заставить, мои дорогие мужчины. Здесь может быть ситуация, которая действительно касается личной жизни. И вам тут тоже может что-то не нравиться. К примеру, может быть, это вы как-то представляли личную жизнь или продолжение отношений в одном ключе. А здесь вас может удивить, кстати, ваша любимая женщина, ну или кто-то, вот, кому вы испытываете чувства, причем, может быть, и страстные чувства. Вы для себя отметите, что нет, это не домашняя какая-то кошечка, которая будет делать или поступать так, как я ей говорю. Тут явно будет ресурсная женщина, с которой не так-то просто договориться. У нее есть свои планы, у нее есть свои предпочтения. Ей хочется самореализации, мои дорогие. Но для каждого из вас договариваться придется. Это время вашей силы. Кстати, планетарно это тоже так. И посмотрите, тройка жезлов. Опять же, мы строим планы на будущее. Когда в моих раскладах выпадают в двух разных колодах. Одинаковые, по сути дела, карты. Нам это говорит о том, что, скорее всего, тут действительно какой-то процесс, который, может быть, инициируется с 1 по 10, или те вопросы, которые именно сейчас, ну, выходят на поверхность, да. У нас есть с кем-то разные представления, но тем не менее тут нужно что-то соединить, потому что это для вас означает какая-то перспектива. Вот тут перспективы или одна какая-то очень такая грандиозная, значимая, а то и две. Может быть и две, и тогда будет выбор. Вот я этого ведь тоже не исключаю. По сути дела, это, знаете, вот эта карта характеризует Солнце в Овне. Вот мы как раз приближаемся с вами к этому периоду. И поэтому это вот, знаете, во-первых, с одной стороны, жажда действий у вас может быть. С другой стороны, вы чувствуете свою силу, вы чувствуете свои сильные позиции. Но, наверное, договариваться все-таки придется. Карта Император и карта Силы. Будьте готовы к диалогу. Что же вас удивит? А вы можете чувствовать буквально судьбоносность момента. Вам могут предложить должность, вас могут заметить даже по работе. Вот вы какой-то вопрос решаете или, может быть, берете на себя какой-то проект, возможно, даже ответственность. Я такое не исключаю. Но это будет начало вашей популярности. Тут о себе заявить, понимаете, есть возможность, как и по работе. Если мы говорим о личной жизни, все же часто аркан Иерофант будет говорить о том, что, ну, это как венчание, бракосочетание. Или когда мы друг другу просто обещания даем, да. Но мы понимаем, что мы это не просто сболтнули, а это то, что, как наше слово, это действительно торжественное обещание. Для кого-то из вас учеба необходимая. Вот я такое допускаю. На учебе вас что-то может удивить. Или, в принципе, когда нужно учиться. Нужно получить вот именно важный документ, важный сертификат. Или, мои дорогие, у вас две карты власти, структуры и власти. Как иерофант, но это больше такая мягкая власть.
Но это законы, это традиции, это менталитет. А это конкретно организация, закон, власть, порядок, дисциплина. Ну, это вот вообще все то, что по вашему Сатурну. Вот поэтому вам что-то подобное придется соединять. Но ведь вы натренированы вашей планетой управителем, так и хочется сказать. И пройдя какой-то сложный жизненный этап до конца апреля, у вас сейчас, знаете, как все козыри на руках. Не упустите это хорошее время о себе заявить. Здесь именно для вас добрые энергии, как и построить карьеру, или, если необходимо, пройти дополнительный курс обучения, согласовать какие-то документы, осуществить важные контакты, встречи с людьми влиятельными, высокопоставленными персонами. У вас здесь будет очень как-то продуктивно складываться беседа, диалог. Примите это тоже к сведению. Именно благодаря тому, что люди будут считывать вашу силу и одновременно критическое мышление. Может быть, вы знаете, для большинства знаков зодиака, а мы ведь находимся среди людей, вот этот период может быть достаточно эмоциональный, турбулентный. Но для знаков зодиака стихия Земли, но отчасти Овна. Здесь больше, ну, с Овном там еще есть какие-то эмоции, да. Но если мы и то если третья декада ближе к Тельцу, то тут, скорее всего, будет больше все равно рационализма, какого-то расчета. То же самое и для вашего знака, то же самое и для Девы. Поэтому с такими людьми у вас особенно могут быть какие-то очень важные контакты. Но или пусть даже дело не в знаках зодиака, а знаете, когда обстановка такова, вот что вас удивляет. Вас могут удивлять люди, чего же это они мечутся, чего же это они буквально выходят на какие-то свои не самые лучшие эмоции, а вот это такое вполне вероятно. И тогда вот тот, кто умеет хранить вот это олимпийское спокойствие, он более заметен. Поэтому вам действительно все карты в руки. К чему же это все идет? Вы скоро что-то будете менять. Или будет какая-то возможность. Сама по себе с 1 по 10 возможность сделать важный выбор. С чем это связано? Ух ты, как у вас. Мало то, что две тройки жезлов, две карты будущего. Я сказала, будущее уже наступило. Два аркана влюбленные. Правда, выбор. Вот мы ищем выход из какой-то ситуации по восьмерке кубков, и мы находим. Но не так все просто, договариваться придется. Для чего это было нужно? А вот для того, чтобы не упустить какую-то возможность. Будьте внимательны к тому, что говорят люди. И даже если вы сталкиваетесь с таким человеком, который вас пытается на эмоции вывести, но не поддавайтесь, потому что иногда так бывает. Тут вы можете оказаться, примите это к сведению, ну, по крайней мере, кто-то. Как знаете, в коллективе иногда бывают какие-то распри, увы, но это реальность. И говорят, двое дерутся, виноват третий. Вот вам нельзя быть третьим, это точно. Вам скорее третейским судьей. Но у кого-то выбор по части именно личной жизни, взаимоотношений. Может быть, вы в вашей паре будете что-то пересматривать. Так вот и узнаем, что ждет в любви, в личной жизни. Еще одна тройка. Да нет вас в прошлом. Я должна сказать, что кто-то будет искать работу на дому. Я этого не исключаю. Но тут именно мы смотрим в будущее. Выбор, опять же. Причем тот выбор, который сопровождается множеством эмоций. Король мечей может говорить о том, что, дополняя, кстати, карты Иерофант и Император, то, что есть какие-то задачи по части недвижимости, дома, может быть, или места проживания сегодня или планируемого, может быть, и сами по себе какие-то документы, которые касаются личной жизни и именно дома. Вот я такое допускаю. Ну, или какой-то там еще недвижимости. Поэтому рационально нужно понимать, какие есть возможности, раз, а для кого-то из вас, может быть, и правда есть человек дома, который, можно сказать, более, если не сбалансированный, потому что эти люди бывают резкими, но эти люди чрезвычайно рациональны. Когда необходимо, они оставляют все эмоции, может быть, даже чересчур где-то. Поэтому проиграются по-разному. Кто-то будет искать, может быть, юриста, адвоката или специалиста, чиновника высокого, да, высокого ранга, чтобы понять, как обустроить какое-то дело, получить документ. Для кого-то из вас тема семьи, когда тоже нужно общее вот что-то обсудить,
и принять вот холодной головой какое-то важное решение. Необходимость корректировать свои планы. Опять же, критическое мышление. Ну а с чем это все связано, мне хочется спросить. Ну, вот это вот, видимо, необходимо для того, чтобы вам сейчас удерживать какой-то баланс. Вот правда, тут даже в личной жизни, ну, видимо, придется слушать противоположную сторону, но сделать это таким образом, чтобы, ну, и вы не давили, с одной стороны, авторитетом, все-таки договариваться придется, иначе мы не услышим сторону оппонента, взгляд какого-то другого человека. А в конечном итоге все-таки четверка Пентаклей– это стабилизация, это своего рода якорь. Поэтому для большинства из вас ясно, что есть какие-то мелкие темы. Тут вот будут именно мелкие темы по вопросам вашей семьи, вашей пары. Или если вы даже один или одна, ну, значит, это могут быть вопросы, связанные даже с домом. Иногда по этой карте идут люди как специалисты, работающие с металлом. У кого-то может проиграться банально, что вы вызываете узкого специалиста именно домой, чтобы он вам какой-то ремонт навел, да, сделал там что-то, обустроил или наладил, да. Тут у кого-то будет именно просто вот так вот банально. Вот узкие специалисты идут. Но для кого-то из вас иногда это люди в погонах, поэтому тут могут быть или тоже представители власти, поэтому у кого-то это может быть как получение известия. Может быть, это известие вы получили прежде. Значит, какую-то новую конфигурацию по собственному сохранению вы будете здесь предпринимать, что-то переигрывать, передумывать. И явно тут никаких не должно быть иллюзий. Что ждет в работе? Ну вот почему-то, да, на работу прогресс выпадает, а тут явно есть какая-то история прежняя, которая, ну вот точно вам не хочется этим заниматься. Но это карта искаженного восприятия. Вот вам по работе нельзя отказаться, снова повторяют, какого-то проекта. Или даже если вы вынуждены отказываться, то тогда это нужно делать как-то очень элегантно. А я бы больше сказала, вы знаете, просто какие-то разочарования у вас по работе заканчиваются, мои дорогие козероги. Время приходит вашей силы, и вы будете это явно чувствовать. Но помогает, конечно, вот эта самая дипломатия и умение находить общие точки, общие интересы. Точно, какой-то шанс, какой-то прорыв. Что с деньгами? Ну вот на деньги нам тут говорят о том, что будь внимателен. Карта жонглера. С одной стороны, прекрасная карта на дополнительный доход. Где-то деньги будут зависеть от вашей гибкости. Ведь карта нам говорит, пробую, пока не получится или не надоест. Это карта спонтанного маршрута. Вот то, что я говорила, да. По работе вам могут что-то предложить. Или, ну пусть даже это вот как дополнительно куда-то выйти, проучаствовать в каком-то мероприятии. Вот ей-богу, не будет хотеться. Но именно в этом какой-то ключ к вашим возможностям. Все-таки нам здесь буквально ключи. Может быть, это вы будете по работе подбирать ключи к конкретному человеку, руководителю, обдумывать важную беседу, как себя лучше позиционировать и как обсудить вопрос по части денег. И есть у вас перспективы. Но будьте опять же гибче. Вот баланс, да, мы уже много раз с вами об этом сказали. Мало что человек жонглирует, смотрите, еще и на качелях стоит. Поэтому упустить нельзя, вот как эти два летающих в воздухе пентакля. И в то же время баланс тот, который на земле. Даже если это так, пока ситуация какая-то зыбкая. Мне хочется спросить, а что будет дальше? Ну, вы правда останетесь чем-то довольны. Давайте подведем небольшой итог. Как ни странно, вас успех, прогресс ожидается там, где вам либо не хочется к этому приступать, либо заниматься, либо каких-то людей, может быть, даже видеть. Но каким-то образом, ну, может быть, путем того, что люди считывают вашу силу. Здесь именно вы достигаете своей отчасти популярности и где-то, ну, это знаете, как неоспоримая ваша самодостаточность или ваш профессионализм, ваша экспертность, признание ваших заслуг, вашей грамотности в каком-то вопросе. Именно потому, что, наверное, в сложное время вы, мои дорогие любимые козероги, остаетесь невозмутимыми и спокойными. Это для вас, вот вы знаете, ну как основа основ. Потому что, может быть, окружающим именно этого не хватает.
вы своим спокойным, уверенным видом способны как и вдохновить кого-то, так и охладить горячие головы. Видимо, это будет необходимо, поэтому в этом ваши полностью перспективы. Хотя не могу сказать, что для вас это будет, ну, так легко. Но, видимо, может быть, и стоит к этому приготовиться. Поразмышляйте над выпавшими картами, а я вас благодарю, что вы смотрите мои видео. Пишите мне такие душевные комментарии, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я буду вам искренне рада. И читайте статьи на моем сайте. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.